После того, как дайвер сделал все возможное, чтобы спасти жизнь горбатому киту, он был совершенно поражен, увидев, как именно животное выразило свою благодарность. Кошмар начался ночью глубоко в водах Тихого океана. Одинокий горбатый кит уверенно плыл близко к береговой линии американского города. Поначалу величественное существо мирно скользило в воде. Однако темнота океана ночью абсолютна, что означало, что прекрасное создание не могло видеть смертоносный рукотворный лабиринт, ожидающий прямо впереди в воде. Внезапно кит врезался в густую сеть коммерческих рыболовных тросов. Он запутался в веревке и немедленно начал бороться. Крупное животное яростно извивалось и поворачивалось, надеясь освободиться от тяжести, но его отчаянные действия были совершенно тщетны. В дикой природе первый инстинкт животного при попадании в ловушку — это паника. Млекопитающее металось изо всех сил, переворачиваясь снова и снова в ледяной воде. Но каждое резкое движение лишь туже затягивало селок. Прошли часы, и измученный кит оставался в ловушке на том же самом месте, ожидая и надеясь, что кто-нибудь спасет его, пока не стало слишком поздно. Веревки глубоко впились в его плоть, удерживая его в плену в темноте, в милях от любого, кто мог бы услышать его приглушенные крики о помощи. На следующее утро, когда группа людей отправилась в море для обычного патрулирования, они не ожидали, что вскоре вернутся, и один из них станет героем. Джеймс Москито был опытным дайвером, который недавно присоединился к команде для одной из их регулярных экскурсий на борту морского судна под названием Pacific Sentinel. Джеймс провел всю свою жизнь на воде, но ничто не могло подготовить его к тому, что приготовило это конкретное утро. Рано утром, пока команда пила кофе на палубе, радио внезапно ожило. Добровольцы были срочно уведомлены о странной активности, которая имела место ночью. Голос по радио принадлежал местному рыбаку, который звучал крайне взволнованно. Хотя сообщение не было ясным, им вкратце сказали, что замешано животное, и похоже, что оно ведет борьбу за свою жизнь. Капитан Харрисон, лидер Pacific Sentinel, немедленно схватил микрофон радиостанции и потребовал координаты. Любопытствуя и беспокоясь, команда взяла одну из своих самых быстрых лодок, сбросила швартовы и направилась прямо в неспокойную воду. Экипаж вел лодку к указанному месту, ориентируясь в утреннем тумане. В конце концов, они оказались примерно в 7 милях от побережья Сан-Франциско. Двигатели заглохли, и над командой воцарилась тишина, когда они увидели кита, скрывающегося среди разбивающихся волн. Он качал головой вверх и вниз, направив глаза на группу. Кит молча наблюдал за ними, возможно, гадая, несут ли приближающиеся люди какой-либо вред, или же они были тем спасением, которого он ждал всю ночь. «Посмотрите на воду вокруг него», — прошептал Лео, новичок-матрос на лодке, нервно указывая на перила. «Он не просто плывет, он на якоре». Присмотревшись поближе под поверхность, они кое-что поняли. Горбач запутался в дюжине тяжелых коммерческих ловушек. Накануне коммерческие рыбаки установили ловушки для крабов вдоль океанского дна. Хотя раньше они были пустыми, за ночь они наполнились тяжелым уловом. В общей сложности они весили около 3000 фунтов или 1360 килограммов, и этот вес действовал как якорь, пригвоздив борющегося кита к этому самому месту в океане. В отличие от рыб, киты не могут дышать под водой.
Как морские млекопитающие, они должны регулярно плыть вверх к поверхности за кислородом, чтобы выжить. Даже несмотря на то, что этот стойкий горбатый кит продолжал чудесным образом подниматься за воздухом, было ясно, что его силы быстро иссякают. После долгих часов борьбы с толстыми веревками, всю ночь напролет, существо было явно утомлено. Его дыхало едва показывалось над поверхностью, прежде чем 3000 фунтов мертвого груза снова тянули его под воду. Было чудом, что ему удалось остаться в живых после всего этого времени. Капитан Харрисон немедленно приказал команде взять тяжелые лодочные крюки. «Мы должны попытаться подтянуть тросы к палубе!» — крикнул он сквозь шум разбивающихся волн. «Если мы сможем зацепить основную леску, возможно, лебедка лодки сможет вытащить ловушки с океанского дна и ослабить натяжение». Команда засуетилась, бросив тяжелый крюк за борт и поймав одну из толстых желтых крабовых лесок. Они обмотали ее вокруг механической лебедки лодки и включили ее. Металлические шестерни взвизгнули под давлением 3000 фунтов. Лодка физически накренилась на бок, кряхтя под тяжестью ловушек и бьющегося кита. Внезапно, с громким треском, эхом разнесшимся по воде, трос лебедки лопнул, заставив команду нырнуть в укрытие. Спасение с поверхности было невозможным. Веревки слишком запутались, а ловушки были слишком тяжелыми. Пока команда наблюдала за китом, скользящим по поверхности и жадно хватающим воздух, в голове Джеймса громко зазвонили колокола тревоги. Не так давно он был на лодке в другом месте, и во время того прошлого события он стал свидетелем чего-то настолько травмирующего, что никогда не мог этого забыть. Он помнил, как вода стала красной. Теперь история грозила повториться прямо перед ним. Джеймс снова оказался в водах, кишащих акулами, и в этот пик сезона вокруг береговой линии будет много смертоносных больших белых хищников, рыскающих в поисках легкой добычи. Мало того, что этот кит застрял и не мог защитить себя, он был еще и физически ранен. Тяжелые веревки так глубоко впились в чувствительную кожу кита, что прорезали его плоть. Из его глубокой раны в воду просачивался густой след богатого питательными веществами жира и ворвани. И Джеймс знал, что ближайшие акулы неизбежно нацелятся на попавшего в ловушку кита. У вас было масляное пятно, которое, вероятно, тянулось более чем на милю, так что для белых акул в этом районе определенно был отличный запах, объяснил Джеймс. Это был подводный обеденный колокол, транслируемый на мили во всех направлениях. Джеймс должен был что-то сделать, чтобы помочь киту, и времени оставалось совсем немного. Каждый раз, когда кит погружался под поверхность, он оставался внизу чуть дольше. Он мог сделать только одно — прыгнуть в опасную воду и освободить кита от ловушек своими руками. «Я вхожу», — объявил Джеймс, поворачиваясь к капитану Харрисону. Его голос был серьезен. Капитан замялся, глядя на воду. Он знал риск погружения в таких условиях, но, взглянув на умирающего кита, а затем на своего самого опытного дайвера, Харрисон кивнул. «Ты мастер по дайвингу, Джеймс. У тебя зеленый свет», — скомандовал капитан. «Но если я увижу спинной плавник, я тебя вытаскиваю». Как можно быстрее Джеймс надел водолазное снаряжение. Он высказывал свои мысли вслух во время подготовки, и другие дайверы
внимательно слушали, потому что доверяли этому человеку. Он был не только опытным, но и благородным, и они восхищались тем, как он вел себя даже под психологическим давлением. Теперь, когда он руководил спасением, его натренированные руки проверили каждую пряжку, каждый воздушный шланг и острую, как бритва, кромку его водолазного ножа. Когда Джеймс посмотрел вниз в воду, он осознавал возможность того, что большая белая акула была близко, возможно, глядя прямо на него. На самом деле, мне не было страшно, но я определенно осознавал, что могу столкнуться с чем-то побольше меня там, сказал Джеймс позже. Кто-то другой на месте Джеймса мог бы замереть или убежать при мысли о хищнике, плавающем вокруг них в буквальном месте кормежки. Однако храбрость Джеймса победила, и вместо того, чтобы сосредотачиваться на потенциальных опасностях своей ситуации, он хотел смотреть на светлую сторону того, что кит снова станет свободным. Прямо перед тем, как Джеймс прыгнул, он подозвал к себе новичка-дайвера Лео и предупредил его об акулах. Джеймс точно знал, как справиться со смертельной угрозой, но не был уверен, проинформированы ли другие или готовы ли они к кошмару, который может развернуться. Поэтому он велел им вести наблюдение и не терять из виду, если внезапно появится большая белая акула. По словам Джеймса, поддержание прямого зрительного контакта с этими существами защитит вас, потому что тогда акула признает в вас не пищевой ресурс. Если увидишь тень, укажи на нее и не отводи глаз, проинструктировал Джеймс. Быстро просканировав водное пространство вокруг лодки, Джеймс снова перевел взгляд на кита. Пока акул не было видно, стояла лишь жуткая тишина. Уверенными руками Джеймс надел маску. В одну секунду он стоял на лодке рядом со всеми, а в следующую оказался в ледяной воде. Через несколько минут, поняв, что не могут позволить ему сделать это в одиночку, все остальные дайверы нырнули и присоединились к нему. Джеймс поплыл к киту, работая ластами в ледяной воде Тихого океана, а его товарищи-дайверы следовали за ним по пятам. Когда он приблизился к гиганту, он заметил, что голова животного полностью находится над поверхностью, и оно смотрит прямо на него. Хотя кит отчаянно нуждался в помощи, он, казалось, не доверял приближающемуся к нему человеку. В глазу существа был печальный и усталый вид. Джеймс сопереживал животному. Кит был достаточно умен, чтобы понять опасность своего положения и, вероятно, видел в людях потенциальную угрозу, пришедшую покончить с ним. Чтобы успокоить напуганного горбача, дайвер протянул одну руку и осторожно попытался заговорить с ним. Пока Джеймс поглаживал кита по морде, он спокойным тоном произнес через свой регулятор: «Я здесь, чтобы помочь тебе. Я не собираюсь причинять тебе боль». Как только он подобрался вплотную, причина заточения стала ясна. Веревка врезалась в кожу кита. Неудивительно, что кит не мог освободиться сам. Веревка впилась так глубоко, что образовала болезненные ссадины и глубокие порезы по всему телу. Когда кит впервые попал в одну из ловушек прошлой ночью, он метался в отчаянной попытке сбросить веревки. Но эта паника привела к тому, что веревка перекрутилась, зарывшись глубже в его тело, как паутина. После целой ночи борьбы горбач, к сожалению, попал в еще большее количество ловушек.
Судя по тому, как туго были натянуты веревки на его жире, Кит, должно быть, испытывал невероятный стресс. Крабовые ловушки растянулись более чем на милю, но, движимый глубоким сочувствием к Киту, Джеймс вытащил нож и начал резать веревку. Это была опасная работа. Если бы он перерезал не ту линию, смещающийся вес в 3000 фунтов мог мгновенно зацепить его водолазное снаряжение и утащить прямо на дно океана. Нож вгрызался во многие слои препятствий, и с развертыванием каждого толстого шнура Кит становился на шаг ближе к сладкой свободе. Другие дайверы парили рядом, стараясь изо всех сил помочь Джеймсу, стараясь не причинить Киту еще больше боли. Но угроза открытого океана никогда не была далеко. Вода была мутной от метаний кита и вытекающего жира. Время от времени Джеймс разворачивался в темной воде, чтобы проверить свои слепые зоны в поисках ближайших акул. Короткими сигналами рук он напоминал дайверам о необходимости сохранять бдительность и, удовлетворенный их осторожностью, возвращался к своей задаче по перерезанию веревки. Его руки горели, дыхание через регулятор было тяжелым, но он отказывался останавливаться. Он поощрял других дайверов продолжать хорошую работу, разрезая шнур за шнуром, и в конечном итоге Кит был успешно освобожден. Когда последний шнур был перерезан, Кит не терял абсолютно ни секунды. Ударом хвоста он немедленно нырнул обратно в темную воду, мгновенно исчезнув из виду. Дайверы ликовали под водой, их приглушенные празднования превращались в облака пузырьков, когда они азартно поздравляли друг друга. Им удалось осуществить свой план без каких-либо проблем. Команда гордилась Джеймсом, говоря о том, как он скоро обретет популярность благодаря этим героическим событиям. В конце концов, не каждый день дайвер прыгает в воду, чтобы спасти кита. Тем не менее, героический поступок Джеймса не был самым удивительным событием того дня. Скорее, невероятная реакция кита была не похожа ни на что эти люди когда-либо видели за всю свою жизнь в океане. Почти сразу после того, как кит был освобожден и исчез в воде, он вернулся именно туда, где люди его спасли. В частности, он рванул прямо назад к Джеймсу, в то время как другие люди уже забрались обратно в безопасность на лодку и наблюдали за Горбачом с безопасного расстояния. Джеймс все еще плавал один в воде. Он смотрел вниз, в темные глубины, когда существо поплыло вверх, направляясь прямо к нему. На долю секунды у него перехватило дыхание. Он не был уверен, что собирается делать дикое животное, но пережитое наполнило его благоговением. Как только кит достиг поверхности воды, он начал осторожно подталкивать Джеймса в грудь. Он красиво выражал свою игривую благодарность, плавая вокруг изумленного дайвера, ведя себя так, как вел бы себя счастливый, благодарный питомец со своим доверенным хозяином. В течение нескольких захватывающих минут дикое животное плавало по идеальной плавной траектории в виде восьмерки вокруг Джеймса, проявляя невероятную осторожность, чтобы не раздавить хрупкого человека своими плавниками. Команда, стоящая на лодке, не могла поверить своим глазам, глядя, как дикий кит игриво взаимодействует с человеком, как будто они были старыми друзьями. Увидеть высшее существо с такой смертоносной силой, проявляющее столь нежную привязанность и благодарность,
казалось Джеймсу невозможным. Все взаимодействие казалось совершенно сюрреалистичным. Этот волшебный момент стал воспоминанием настолько ярким и настолько изменившим жизнь, что если бы Джеймс просто закрыл глаза сегодня, он смог бы снова отчетливо увидеть счастливое, благодарное животное, танцующее вокруг него. Если этот прекрасный момент межвидовой благодарности тронул ваше сердце, не забудьте нажать кнопку «Лайк» и подписаться на новые удивительные истории спасения.